Добрый день, дорогие друзья, партнеры, подписчики, зрители нашего канала. С вами я, Александр Захурдаев, канал Вирмак, о жизни, о строительстве. Ну а данная сегодняшняя тема, на злобу дня, злободневная тема, это повышение цен, рост цен на недвижимость, на строительные материалы. И сегодня у нас дома, в этой летней импровизированной студии, эксперт у нас в гостях, Бачурин Андрей Александрович, один из руководителей, заместитель коммерческого директора одной из крупнейших застройщиков Краснодарского края, компания «Югстрой Империал». Она занимает лидирующие позиции на рынке недвижимости Краснодарского края. И вот, Андрей, приветствую вас. Привет, Александр. Вот. И такой сразу вопрос, так как это ваш профиль, вы этим занимаетесь, соответственно, мотивируете всех своих сотрудников, подчиненных, ставите какие-то, наверное, определенные планки, задачи, да? То есть есть в любом случае понимание того, куда вы движетесь. Ну и сразу в лоб вопрос. Есть ли спрос у вас на ваши квартиры, на вашу недвижимость? Александр, безусловно, сначала хотелось бы сказать, что спасибо за приглашение, потому что формат, на самом деле, участвую в разных форматах. Такого формата, чтобы вот так по-домашнему еще не было. Классно, здорово. Значит, по поводу спроса хочу сказать следующее. На сегодняшний день наша компания представлена на территории города Краснодара, строительство ведем, и на территории Краснодарского края, побережья. Да? А конкретно на побережье где? Конкретно побережье — это город Туапсе и город Новороссийск. То есть это два объекта. Сейчас, безусловно, спрос повышенный. Если говорить про город Краснодар, это и миграционные потоки, которые люди покупают, приезжие из средней полосы, из Сибири, из центральной России. И сейчас очень активно приобретают недвижимость на побережье. Из-за того, что есть пандемия, была такой фактор, как, да, и многие другие. То есть это тоже регион на сегодняшний день пользуется особой популярностью. Поэтому, в принципе, сейчас мы, если обобщить и сказать, что на сегодняшний день мы отмечаем повышенный спрос на первичную недвижимость в Краснодарском крае. Андрей, а вот, ну, понятно, то есть рост есть, потребность есть, снижения пока не видно, да? Все верно, Александр. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, мы отмечаем рост что миграционных потоков, то есть внешних покупателей в Краснодарском крае, что внутренние покупатели, то есть жители Краснодарского края, инвестируют в недвижимость. Это тоже нужно отметить. А с учетом повышения все-таки цен там, на стройматериалы, то, что у вас тоже цены на квадратные метры растут, спрос неизменно высокий или какие-то есть уже там отходы назад, отступы какие-то по спросу? По Или спросу нет? отходов никаких назад абсолютно мы сейчас не наблюдаем. Тут есть такой очень крутой драйвер, как ипотека с господдержкой, которая, в принципе, стимулирует приобретение недвижимости жителями, в принципе, Краснодарского края, да и, в принципе, жителями страны. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день отток по спросу и снижение спроса мы не наблюдаем. А примерно какой процент ипотечных, то есть кредитных покупок, а какой именно за, ну, за кэш, за нал? То есть... Слушайте, да это, в принципе, прям четкие данные. Можно сказать о том, что мы постоянно исследуем эту историю, как, что покупает, кто наш клиент, какие способы оплаты используют, какие банки в приоритете у него. И тут с уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день более 85% покупок, которые совершают, в принципе, жители, которые, в принципе, покупатели наши, это ипотечные кредиты. 85%? 80% это минимальная планка, которая берется в кредиты, да, квартиры. И примерно насколько подорожала недвижимость там, с декабря месяца? Ну, если мы берем период, получается, полгода, декабрь 2020 года, и сейчас у нас получается там июнь 2021, где-то рост примерно 30-35%. Мы все равно, мы та компания, которая стараемся, чтобы мы в любом случае в рынке, но мы стараемся, чтобы это было доступное жилье, потому что мы строим в нескольких классах, мы строим и в комфорт-плюсе, и в бизнес-классе. Мы стараемся, чтобы тот продукт, который мы делали, был доступен жителям нашего региона. Рост сейчас замедляется, роста цен, или примерно как вот набрал обороты и неизменный каждую неделю примерно одинаково повышается?
Ну, было бы глупо, наверное, отрицать, что отсутствует рост цен, да, все прекрасно видят, то есть это все в открытом доступе, все данные. Рост цен, скорее всего, сейчас продолжает набирать обороты. Опять же, с учетом того, что вот на сегодняшний день там осталось несколько дней до окончания господдержки, да, и поэтому это все присутствует, все есть. Но я ни в коем случае не говорю, что именно прям самым главным драйвером роста цен является ипотека с господдержкой. Сейчас буквально несколько минут тому назад вы сами сказали, что мы работаем на рынке, где мы строим из стройматериалов, на них цены растут, поэтому, соответственно, мы тоже повышаем, то есть мы зависимы от этой истории. Дело в том, что мы же тоже занимаемся строительством домов, и такая проблема существует, что такой же повышенный спрос, такие же у нас очередя у участников, но есть люди, которые уже психуют, которые с нервами, которые уже отваливаются у нас. Мы тоже такую статистику ведем, и, соответственно, уже от своей мечты отказались. Понятно, вы, наверное, такую статистику не ведете, потому что обращений много, а куда человек делся, вам, наверное, тяжело понять. У нас это немножко явнее и виднее, хотя бы в силу того, что мы делаем сначала проектную документацию. Проект занимает порядка там 1 месяца, 1,5 месяца, в зависимости, как частник согласовывает те или иные изменения, да, наш клиент. И в момент согласования изготовления проектной документации у нас идет, понятно, рост цен. И уже на этой стадии мы выполнили проект, он отказался. Может быть, через год, может, вообще у него мечта это кончится. То есть вы же такого как бы сейчас, наверное, не видите, да? У вас же Нет, быстрые сделки идут. тут смотрите, тут чуть-чуть поправлю и скорректирую, что в любом случае мы отслеживаем все вообще данные, которые есть о наших клиентах, там через определенные базы данных. Сделка действительно будет чуть быстрее, чем у вас, потому что у нас более типовой продукт, да, но мы стараемся, в принципе, удержать любого клиента, каждого, который у нас есть, и чтобы, как вы правильно сказали, чтобы мечта любого человека осуществилась, потому что в среднем человек покупает по статистике квартиру всего 2 раза в жизни. Поэтому мы стараемся, чтобы если он пришел в нашу компанию, он, безусловно, удовлетворил все потребности. И мы предупреждаем людей, безусловно, о том, что на рынке существует такая ситуация. И для того, чтобы человек, придя к нам, успел купить квартиру именно выгодно по той цене, которую мы сейчас именно озвучивали, чтобы не затягивать это все, у нас есть ряд сервисов, которые упрощают процесс получения, начиная от ипотечного кредита, и в конце концов у нас есть электронная регистрация, которая упрощает быстроту сделки. Поэтому мы стараемся сделать максимально так, чтобы клиент приобрел именно ту квартиру за те деньги, которые мы озвучили. Такой немножечко провокационный вопрос. Человек, например, обратился в понедельник, первый раз. Человек быстрый, деньги есть, он готов, там свой кэш или так далее. Но сделку оформляли неделю. За неделю поднялось там на 3-4%. Такие же случаи есть? Безусловно, Как такие вы случаи работаете в таких есть. У ситуациях? нас есть четкий механизм оформления сделки. У нас есть договор бронирования, по которому человек бронирует квартиру на определенный период, бронирует именно стоимость квартиры, бронирует этаж, ну, все То характеристики есть тот же в квартиры. понедельник, В если он понедельник, то есть, забронировал, в да, пятницу, если сделка, цена будет все за верно, да, понедельник. Александр. Если вы ко мне придете в понедельник и скажете, я хочу квартиру там на 5-м этаже площадью 43 квадратных метра и оплатите юридическое сопровождение, мы заключим с вами договор бронирования, то эта стоимость на определенное количество дней будет за вами. Поэтому тут мы лояльны к своим клиентам. Такой вот вам, Андрей, вопрос. Срываются ли сейчас сроки сдачи из-за повышения роста цен? Соответственно, есть ли дефицит поставки строительных материалов? Ну, такие два взаимных вопроса, один другой дополняющий. Нет, на сегодняшний день все наши объекты, в принципе, строятся по федеральному закону номер 214, который четко регламентирует сроки сдачи, сроки ввода в эксплуатацию. Поэтому у нас нет права, в принципе, в этой истории на ошибку. Все поставщики, с которыми мы взаимодействуем, выполняют обязательства, и мы, в свою очередь, перед дольщиками, которые вложили деньги, являются нашими покупателями, мы выполним в срок. Поэтому тут ничего такого нет. И быть, в принципе, оно не может. Вот, это говорит о том, что вы одна из крупнейших компаний, и у нас идет такое крупнение бизнеса в стране,
крупный бизнес, он будет существовать. Мелких, средних выдавливают. Такие компании, в том числе, как ваша. Ну, тут история про то, что крупный ест мелкого, как бы это там печально ни звучало, она всегда есть. Была, будет, эта история нормальная. Но мы видим на сегодняшний день на рынке первичной недвижимости в Краснодаре как крупных застройщиков, такие как мы, игроки, и мелкие тоже присутствуют. Они строят точную застройку, реализовывают ее. Поэтому на сегодняшний день рынок Краснодарского края разнообразен, и клиенту можно купить и у одного, и крупного застройщика, ну, что, безусловно, является надежнее намного. Ну, и у частных застройщиков намного мельче тоже можно взять. А насколько их уже меньше стало? Ну, такой Игроков. Статистики, Александр, нет у меня, если Ну, честно. оно же сокращается. Ну, пока на сегодняшний день есть еще достаточно большое количество проектов, которые достраиваются по старому законодательству. Вот когда будет, там, я не знаю, год-два переход полностью, те дома, которые будут строиться по новому, Экскроу, да? по проектному финансированию, вот тогда уже можно будет сказать, сколько игроков на рынке, какие они и что они строят. На сегодняшний день, повторюсь, есть еще застройщики, которые строят по старому закону. Он ничуть не хуже, но это данность, это переходный момент у нас есть такое. Многих наших клиентов волнует самый главный вопрос, коль мы сейчас затронули, это инвестиции или просто необходимые вложения в свою единственную квартиру и так далее. Возможен ли откат? Будет ли откат стоимости? Очень многие такое пишут, ребята, набираемся терпения, сейчас все это лопнет, уйдет все назад. Вот ваше личное мнение. Очень многие покупатели, в принципе, я слышу, что в общении с представителями нашей компании, в общении с продавцами выдвигают такую теорию действительно и говорят о том, что мы купим чуть позже, за меньшие деньги, когда вы начнете давать скидки, акции и все подобное, что обратно квадратный метр будет стоить там на 50, на 60% меньше. Лично мое мнение, что это невозможно. Мы только что проговорили об удорожании строительных материалов в первую очередь и обо всех вытекающих последствиях вот этому. Поэтому был яркий пример, когда человек обратился в нашу компанию, говорил о том, что я подожду, я куплю чуть попозже. С того момента, как он обратился, и до того момента, как он все-таки приобретает сейчас квартиру в нашей компании, его стоимость квартиры увеличилась примерно плюс 20%. Поэтому я не думаю, что будет откат обратно к каким-то цифрам. Не вижу в этом никаких логических таких вещей. Понятно. Личный прогноз, сколько вот эта вот ситуация нехорошая будет продолжаться. Потому что реально все выбиваются с колеи, тяжело что-то прогнозировать, все равно у всех реально есть страх. Куда же мы все-таки движемся? Зарплаты же так не растут, пенсии тем более, да? То есть потребительская корзина, она сжимается, то есть мы откатились. Александр, ну, во-первых, я не могу сказать, прогнозировать. Мнение личное. Личное мнение, ну, в первую очередь хотел сказать, почему нехорошая ситуация. Ситуация – это рынок, это рыночная экономика. Почему нехорошая? Мы видим, что, в принципе, спрос рождает предложение. Давайте вот с этой вещи начнем. Раз. Во-вторых, по поводу пенсии и зарплат, но я не представитель там, госучреждения, чтобы как-то прогнозировать, почему одно растет, второе не растет. Я чуть некорректно будет, что если эти данные буду говорить, какое-то мнение высказывать. И я думаю, что рост мы будем видеть. Рост мы будем видеть, потому что у нас все взаимосвязано. Застройщики в зависимости с поставщиками строительных материалов, поставщики там зависимые от поставщиков материала, ну и вот эту цепочку вы лучше меня знаете. Поэтому ни в коем случае, наверное, я не буду говорить о демпинге цен, но о каком-то положительном динамике роста я буду говорить, да, 100% это будет. Временной порог, ничего вам не скажу, не могу сказать пока что. Есть какие-то цифры, но пока конкретики никакой не могу сказать. Посмотрим, что будет там после отмены ипотеки с господдержкой. В принципе, банки уже сделали какие-то предложения по аналогичным условиям, чтобы спрос оставался тем же. Я думаю, что недвижимость – это такая штука, которая нужна будет людям всегда. И говорить о том, что на этом рынке может быть застой при нынешнем развитии там, общества, при нынешнем развитии России, я думаю, что не совсем корректно, что это будет покупаться. Плюс есть программа, которая одобрена правительством в определенных там нормах ввода жилья, ну, что тоже способствует сбыту этой недвижимости.
Ну, такой один из последних вопросов, содержащий, скажем так, ну, личные какую-то информацию. Вы с супругой, насколько мне известно, насколько я осведомлен, тоже подыскивали и хотели купить недвижимость, я так понимаю, дом, да? Да, все Ездили, верно. выбирали и не могли найти что-то для себя, ну, подходящее, да? Мгм. Можете немножечко эту историю пояснить для наших зрителей? Да, безусловно. На самом деле, рано или поздно любой человек, наверное, приходит к тому, что поэтапно, да, идет. Сначала там стандартная история, сначала там однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира, потом там трешка, потом таун, дом и все остальное. То есть этапы какие-то проходят. Мы на сегодняшний день на том этапе, когда нам необходим дом, мы подбираем дом. Но тут есть несколько факторов, почему мы не можем полностью удовлетворить свои потребности. В первую очередь, потому что дом – это история индивидуальная очень сильно, и каждый дом, наверное, нужно смотреть под потребности конкретной семьи. Мы смотрели уже готовые дома, строящиеся дома, типовая застройка нам не особо подошла. И все-таки, наверное, мы пришли к мнению, что мы будем строиться. Вот, потому что Но эта история лучше. у вас сейчас была сумма, вы хотели купить дом, вы скажем так, вы видите, что деньги ваши А я теряются, да? диверсифицирую, да. В Да, любом да. случае я понимаю, что деньги деньгами, но их нужно раскидывать. И я делаю это следующим образом. То есть часть я вкладываю в недвижимость. Ну, в любом случае, это только та компания, в которой я работаю. Фиксированно, да. Да, часть это акции и часть это валюта. Ну, то есть полностью диверсификация вот по тем канонам, которые прописаны в любом учебнике инвестиций. Потом, наверное, следующий этап это будет земельный участок, а потом обращение, нахождение надежного подрядчика. Ну, я не знаю, насколько это уместно сейчас будет говорить на камеру, вырежешь, потом не вырежешь, что последние 6 лет я живу в доме, который построен строительной компанией «Вирмак». И тут мы рассматриваем вариант обращения к вам же, опять же, и постройки у вас дома. Потому что я вижу, как вы делали, я вижу это все на практике своими глазами, как развивалась компания за те 6 лет. Это действительно прям круто, это очень круто. Да, Андрей, давайте, у нас как бы ролик заканчивается, давайте людям все-таки подытожим, поможем. Что вот вы со своей там призмы, со своего видения можете вот людям вот Слушайте, посоветовать ну, тут все-таки? советовать, знаете, как говорится, в чужой монастырь лезть не особо хотелось бы никогда, но скажу честно, если есть мечта о приобретении недвижимости, а она стоит и будет стоять, ну, я надеюсь, не будет стоять в нашей стране остро, рано или поздно это станет более доступнее, не нужно отказываться, не нужно слушать диванных экспертов, которые говорят, что вот сейчас не время приобретать недвижимость, подождите до лучших времен, квадратный метр станет дешевле, все откатится назад. Если есть потребность, если есть желание, необходимо это делать сейчас. Что вы хотите? Начиная от студии, заканчивая там домом в 500 квадратных метров, реализовывать необходимо сейчас, потому что, ну, жить и делать нужно сейчас. Давайте, наверное, вот это самые главные мысли пронесем до ваших подписчиков, до наших подписчиков. Вот это, наверное, самое главное. Не откладывать и не ждать чего-то такого, что случится, а именно действовать сейчас. Спасибо, Андрей, за Спасибо, интервью. Александр, что пригласили. Спасибо. Ребят, наш ролик заканчивается. Делайте выводы, пишите комментарии, как вам такой формат именно такого рода сюжетов. Экспертов, знакомых, друзей очень много. Можем приглашать, можем спрашивать мнение. Действительно, люди готовы делиться своим уникальным накопленным опытом, своими знаниями. А для вас это ничего не стоит. Всего лишь подписаться, всего лишь просто задавать вопросы. По вашим же вопросам мы будем готовить сценарии для будущих роликов, чтобы они же были вам же, самим себе любимым и интересным. Но я с вами прощаюсь. До новых встреч. Мир вашему дому, мир вашему будущему дому или вашей будущей квартире. Всего вам хорошего. Все, спасибо.